Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный торт «Молочный Мишка Джем» из простых продуктов. Торт подойдет отлично на праздник и для семейного чаепития. В яйца добавляю сахар и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера. Добавляю кефир, растительное масло, всю муку, разрыхлитель и ванилин. Недолго перемешиваю на низких оборотах миксера. В форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все кефирное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверяйте с деревянной шпажкой. Выпеченный бисквит оставляю на решетке, а затем убираю в холодильник. Для крема в творожный сыр добавляю ванильный экстракт и вымешиваю миксером. Добавляю сахарную пудру. Сначала перемешиваю лопаткой и вымешиваю на средних оборотах миксера. Добавляю охлажденные сливки, вымешиваю на средних оборотах миксера. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером до получения крем-чиза на сливках. Друзья, охлажденный бисквит я разрезал на 3 бисквитных коржа. Первый бисквитный корж укладываю срезом вверх. Часть крема выкладываю на первый бисквитный корж. Осторожно выравниваю крем волшебной палеткой. Выравнивая крем формирую небольшие кремовые бортики. Тогда торт будет иметь форму ровного и стабильного цилиндра, а также это гарантия того, что повидло либо джем, который вы используете, не вытечет из торта. Выкладываю пробитое клубничное варенье, вы можете использовать джем. И осторожно распределяю пробитое клубничное варенье по крему, не заходя далеко за бортики. Сверху выкладываю второй бисквитный корж и таким образом собираю торт. Закрываю торт последним бисквитным коржом. Сверху устанавливаю доску и слегка фиксирую доску на торте. Выкладываю оставшийся крем и распределяю крем волшебной палеткой. Друзья, если у вас нет в наличии волшебной палетки, распределить крем можно обыкновенным ножом. Если есть в наличии шпатель, выровнять торт можно также шпателем. Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации. Торт «Молочный Мишка Джем» получается очень влажный, вкусный. Готовьте, вам понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях и увидимся в следующем видео.